Социальные сети – феномен нашего времени. Большинство людей во всем мире уже не мыслят без них жизни, а для некоторых виртуальная реальность стала реальным миром. Многие психологи делают упор на том, что век современных технологий самый страшный враг – компьютерные игры. Другие убеждены в том, что именно социальные сети больше всего калечат человеческую психику. Женский психолог и специалист по межличностным отношениям Саша Строгонова анализирует влияние соцсетей на психическое состояние людей. Вернемся в то время, когда не было интернета. Любую информацию человек получал из газет, книг или с помощью телевидения. Он высказывал свое мнение, обсуждая произошедшее в мире с друзьями, родственниками, соседями. Как и сейчас, в то время были публичные люди минус звезды, недосягаемые для простых обывателей. Люди следили за их жизнью благодаря колонкам светской хроники и не знали, что происходило на самом деле в жизни селебрити. Они верили той информации, которую получали от СМИ, но подавалась она дозированно, и человек сам рисовал себе в разуме, как живет звезда, сколько у нее денег, как все в ее жизни безоблачно. Простые люди тоже попадали на газетные полосы, но по большей части в криминальные сводки. И это тоже давало пищу для размышлений и обсуждений. Формировалась так называемая маленькая социальная сеть уровня сосед, родственник, друг, коллега, незнакомец в очереди, членов которой объединяла только неосведомленность, то, что от недостатка информации они додумывали фактуру той или иной сплетни. Обсуждения на лавочке не оказывали сильного влияния на психику человека. Звезды были недосягаемые, а криминал пусть и был где-то рядом, но не здесь и не сейчас. Вот что происходит в умах людей, которые тонут в информационном потоке интернета. Звезды спустились на землю и, ничего не скрывая, показывают все, что происходит в их жизни, радуя или разочаровывая своих поклонников. Сегодня вообще быть звездой может каждый, рассказывать, что он съел, что надел, о чем погрустил. И это, безусловно, сильно травмирует. Чтобы заполучить 100 заветных лайков и остаться в топе, тебе нужно быть на волне, на гребне, быть лучше и успешнее других. Недостижимость этой цели может обернуться для человека совершенно непредсказуемо, проявиться недовольством собой или, усилившись, перерасти в агрессию и даже депрессию. Винить в этом непосредственно социальные сети нет смысла, они лишь увеличивают воздействие на определенные состояния человека, такие как зависть, злость, ненависть, печаль, обиду и т.п. Рассмотрим 4 типа самых распространенных эмоций, которые чаще всего демонстрируют люди в соцсетях, и поговорим, чем они чреваты для нормальной жизни.
Тип 1. Хочу, как у нее я много работаю, и времени на то, чтобы встречаться с друзьями и ходить на свидания просто нет. Я одинока. Когда прихожу с работы, весь вечер сижу в социальных сетях. Я зарегистрирована в 4 и не замечаю, как проходит 4-5 часов. Но при просмотре ленты я часто плачу. Почему? Потому что я хочу жить так же, как другие, успешные девочки, которым дарят огромные букеты цветов, машины, квартиры. У них жизнь, праздник. Они путешествуют, у них прекрасная фигура и красивые парни. А больше всего обидно, что они младше меня. Когда я вижу взрослую женщину, я не чувствую такую злость или печаль, но когда вижу малолетних успешных девчонок, хочу закричать на весь мир: ну почему у нее есть, а у меня нет? И ведь это даже не звезды, как Оля Бузова, а простые девочки, которые живут в моем городе. Марина, 25 лет, рассказывает о том, что происходит с ней, когда она лазит в соцсетях. Марина в своей истории предельно честна. Она искренне чувствует отчаяние от того, что завидует молодым девочкам. Конечно, девочки не виноваты в том, что Марину накрывает зависть и ненависть. Это действительно проблема Марины, и именно осознание своей ситуации заставило ее обратиться к психологу. Но что же происходило с Мариной? Марина одинока, у нее нет времени на друзей и свидания, но есть время каждый день зависать в социальных сетях на несколько часов. А ведь это время можно было вполне провести с друзьями, или сходить на свидание, или почитать книги для самообразования. Почему же Марина стала зависеть от социальных сетей? Потому что это ее мир грез. Там она видит себя в роли других людей. А реальная жизнь трудна, страшна и опасна. Зависть, которую Марина испытывает, происходит от ее низкой самооценки, сформировавшейся в детстве. Взрослая личность возвращает ее в реальный мир, и Марине приходится себя растождествлять с молодыми успешными девочками, что причиняет, конечно, сильную боль. Чувство зависти, которое переходит в злость и ненависть, влечет за собой негатив в сторону вообще всех более успешных людей, что, конечно, ненормально. Тип 2. Ненавижу ее, я ненавижу ее. Чем она лучше меня? Ресницы она нарастила. Машину купила. Каждый день по 10 постов про то, какая она счастливая, успешная. Да, наверняка она стерва. Татуировку вот новую сделала, смешно даже. А вот это из какого-то захолустья, тоже вся такая невозможная. Сторис снимает, как она путешествует, и что ее парень на асфальте признание пишет. Романтика. Я не могу смотреть на это.
Я настолько ненавижу их всех, что иногда пишу об этом в комментариях. Я уверена, что они их читают так, пусть им будет плохо так же, как мне. Катя, 30 лет, находится в постоянном состоянии злости на весь мир. Эта история тоже предельно честная. Эмоции, которые испытывает Катя, настоящие. Только вот почему она их испытывает. Катина самоидентификация не соответствует ее желанию быть такой, как другие девушки, на которых распространяется ее агрессия. Злость по сути тоже проявление зависти и низкой самооценки, которая, в том числе, обусловлена сложностями во взаимоотношениях с родителями, друзьями, коллегами. Через агрессию в комментариях Катя пытается освободиться от чувства гнева на саму себя. Вообще, чаще всего в ситуации проявления ненависти сама ненависть направлена не на конкретного человека, а на самого себя. Тип 3. Надо сделать так же моему малышу 2 годика. Муж внимания нам не уделяет, устает на работе. Я решила, что должна помочь нашей семье. В социальной сети наблюдала за молодыми мамочками и подумала, что надо тоже что-то придумать. Они же смогли, и я смогу. Завела группу про материнство, выкладывала посты, репостила, надеялась, что будет огромное количество подписчиков, и я буду зарабатывать на рекламе. Но ничего у меня не получилось. Я готова плакать, почему они могут, а я нет? Людмила, 35 лет, мама в декрете, пострадовая депрессия, которая усугубилась невозможностью реализовать поставленную цель. Пример ситуации с Людмилой тоже очень распространенный. Молодая мама после рождения малыша физически и морально чувствует неуверенность в себе. Монотонные события в ее жизни, отсутствие теплых отношений с мужем толкают ее на путь самореализации. Все это подкрепляется страхами, повторением сценария жизни родителей, неуверенностью в себе и желанием доказать, прежде всего другим, что я могу. Тип 4. Она богиня. Я подписана на 3 богинь. При каждой возможности я захожу в интернет и сразу на их страничке. Одна просто красивейшая девушка, модель. Яхты, фотосъемки, красивые мужчины, машины, у нее есть все. А какая фигура, кожа, волосы. Я восхищаюсь ею. 2. Успешная женщина. У нее свой бизнес, она умная, ее посты меня завораживают. Дорогие отели, красивые офисы. А какой у нее дом и сад. 3. Мама 3 детей. Я удивляюсь, как она так может. Красивая фигура, всегда ухожена, счастлива с мужем, еще и зарабатывает. Она меня мотивирует, дает надежду на будущее. Но меня огорчает то,
что я пишу им в комментариях и в личные сообщения, а они меня игнорируют, даже просто спасибо не могут сказать. Я же их подписчица, а не гадости пишу. Почему так происходит? Аня, 23 года, студентка, преданный поклонник 3 женщин в социальных сетях. У Ани проблемы серьезнее, чем в других историях. Хотя такое состояние поведения тоже распространено в наше время. Сложность Ани в том, что она еще не осознала, какая она. Из-за травматичного детского опыта у Ани отсутствует самоидентификация в жизни как женщины. Все 3 девушки, за которыми она следит в социальных сетях, это ее собирательный образ идеальной женщины. Одна модель – красавица, другая – бизнесвумен, а третья, которая ее мотивирует – совокупность 2 предыдущих, только с добавлением женского семейного счастья. Во всех этих образах Аня видит себя, но она никогда не видела себя настоящей. Вернее сказать, она не знала, какая она настоящая. Все ее стремления были направлены на то, чтобы быть такой, как ее кумиры. Комментарии и сообщения приближали Аню к объекту восхищения и иллюзорно вводили в круг его друзей. Отсюда и разочарование, и депрессия от несбывшихся надежд, когда ей не отвечали. Резюме – это лишь несколько примеров состояний, которые могут испытывать люди друг другу, когда видят чужую жизнь. Социальные сети снесли стену между идентификацией социальных слоев. Менее обеспеченные и успешные видят, как живут более состоятельные и удачливые. Кого-то это может мотивировать на личностный рост, а кого-то вводить в состояние глубокой депрессии. В любых случаях надо понимать, что соцсети – не истина в конечной инстанции. В больших случаях вы видите не настоящую жизнь человека. Например, счастливая женщина, которая позиционирует себя в сети как успешная, любимая и любящая, на самом деле может быть глубоко несчастной, иметь негармоничные отношения с мужем. Путем виртуального показа другой жизни она пытается сама себя убедить, что это реальность, и она действительно счастлива. Другой пример. Девушка-модель на дорогих авто, в антураже красивых вилл и тому подобное может вовсе не иметь этого. Картинка – лишь атрибут ее работы, и она не означает, что все это есть в ее жизни вне работы. Общайтесь и живите с радостью каждый день. Будьте теми, кем вы являетесь, и не стремитесь быть кем-то другим. Пусть для вас социальные сети будут источником полезной информации, здорового общения с друзьями, с которыми невозможно физически встретиться, источником новых знакомств и даже возможностей для работы. Саша Строгонова, женский психолог, специалист по межличностным отношениям, личностному росту,
Работе с депрессией и психологическими травмами. Проводит личные консультации и авторские тренинги о «Начать жизнь заново», трансформации негативного мышления, любить себя без условий. Больше информации на сайте. Фото: Get Images.